Ой, здравствуйте, дорогая Инга, Яночка и все жители Ведьминой избы. Я тоже хочу поделиться ой, спасением своего сыночка. Он с первого дня попал из Севастополя с командировки. Их забрали туда. И когда он мне позвонил, я тоже была в очень тяжелом состоянии. Болела, лечилась, и мы подъехали к больнице. И в этот момент уже выходили с дверей, я на костылях, уже с машины вылезли. И он позвонил и сказал, что мама, мы уезжаем, куда, что, ничего не знаем, везде паника, нас отправляют за ленту. Инга, я вам не могу передать, что я пережила. Я лежала на лечении в палате. Нас было 2 человека, женщина одна и я. Я всеми ночами, у меня все тетради, все записи были с собой. Я всеми ночами только и делала, что читала, и стояла на коленях и просила череда, просилась высшие силы. Простите, пожалуйста, что я так эмоционально, но я очень тяжело это все пережила. Наши дети со своей колонной пошли. Это я узнала намного позже уже, но первая колонна, которая шла, их всех расстреляли. И когда они проходили своей колонны, он говорит, мы видели даже отрезанные головы, которые лежали, просто еще не успели даже убрать. Они прошли нормально, доехали там до каких-то пор. Говорит, мама, он знал, что я это все читаю. Я его тоже просила, ему пока была связь, скидывала, какие можно было защитные обереги. И просила постоянно, говорю, пожалуйста, читай, давай ребятам своим. Помощь из ниоткуда. И дух черед. Хотя бы самое-самое вот это вот основное. И он говорит, где-то они там на остановке еще ехали, к месту назначения своего. Говорит, мы остановились, говорит, ждали команду, должны были направить. Говорит, ребята стояли, курили, все вышли с машин. И, говорит, смотрим, откуда, мам, говорит, и что, как из-под земли вылетела какая-то, говорит, машина. Нам, говорит, мигают фарами, сигналят. И, говорит, машут руками. Мы, говорит, в рассыпную. Все, короче, разбрелись, там лесопосадка или лес был. Мы, говорит, все в разные стороны, как горох, разбежались. Машины не бросили, куда-то что-то отогнали, в общем, укрылись. И, говорит, только мы отъехали, и бабахнуло так там, говорит, что остались просто руины. Если бы не вы, Инга, и не ваши работы, наших детей бы давно уже не было. Потом они 2 недели лазили, друг друга собирали по лесу. Голодные, холодные, февраль месяц. Ой, короче, собрались все.
Ну, вышли, как они там вышли, я не могу, он не рассказывает, он очень сильно замкнулся первый раз, когда приехал. Я его не узнала из такого веселого, доброго, отзывчивого парня. Он просто замкнутый был. Это я даже не могу вам передать. Он остался просто тень. Он сидел, он не улыбался, он не шутил, он был где-то в своих мыслях. Ой, в общем, вот такие вот спасительные работы, и боги, силы, и духи нас слышат. Спасибо вам. Низкий поклон вам, Инга. Вы делаете очень большое дело. Делайте, люди, делайте. Спасайте своих детей. И потом, когда они приехали уже, ну, приехали сюда за получением там продуктов, и говорит, ребята, которые приехали на машине получать, ну, там продукты, вещи, что, я не знаю, инвентарь. Ой, говорит, выбежали нам все навстречу, ну, куда они приехали, на эту базу. И сказали, говорит, ребят, мы за вас уже выпили, как за умерших. Никто не думал, что вы живые остались. Ой, милая Инга, спасибо. Низкий поклон вам до земли. Я каждый день, каждую минуту благодарю. Ну, потом сыночек уже мой. Короче, их вывели куда-то, где-то они там стояли. Были, наверное, тоже всякие ситуации, все. Но я читала и читала и читала, не переставая день и ночь. Даже когда моя соседка просыпалась, она говорила, Люда, ты на кого похожа? Ты что с собой делаешь? Какое выздоровление может быть, когда ты чернее? Земли уже стала сама. Я говорю, я не могу по-другому, когда моему ребенку такое нужно пережить, а я что, спать должна? И я начинала начитывать, просила Череда. И проходило какое-то время. Он мне то смс-очку скинет, то позвонит, хоть там, ну, буквально минутку-две, но мы с ним были на связи. Ну, потом вообще их убрали. В общем, они стояли где-то на охране. Он это все не рассказывает. Потом я уже узнала через какое-то время, я уже дома была. И мне женщина знакомая, тоже мама, она мне говорит, вам ничего не обзванивали вас? Я говорю, в смысле? Она говорит, уже когда вот дети наши попали под это все, говорит, начали обзванивать, как они без вести пропавшие. Но потом, говорит, уже ну, вышли они на связь, в общем, нашлись, и все хорошо. Он пробыл там 10 месяцев. Через 10 месяцев их просто поменяли. Ой, Инга, это благодаря вашим работам. Наши дети все живые пришли. Кто-то с ранениями, ой, кто-то с контузией. Но мой ребенок целый и невредимый. Я давала, делал он сам, когда приезжал сюда. Сила земли. Потом 3 духом, защита 3 духов. И от шальной пули, и оберег матери, и, в общем, все, что было, я читала каждый день. Сейчас не могу, волнуюсь, вы меня простите, что так долго, и, может быть, сумбурно, но я с этим до сих пор не могу. В общем, это все пережить. Потом он отбыл в отпуске, и
несколько дней побыл в своей части. Отправили в командировку в Севастополь. В Севастополе я очень сильно боялась, что опять, но нет. Так получилось, он с Севастополя сейчас приехал домой, пока все хорошо. Как будет уже дальше? Я только на силы, на богов и на духов, и на вас надеюсь, что будет все хорошо. Спасибо вам. Низкий поклон, дорогая Инга.